Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание тому и поговорим, почему нельзя ходить босиком по дому, если мы с вами хотим жить счастливо, удачливо и благополучно. Далее более подробно ответим на этот вопрос. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Наверное, многие из нас помнят, как в далеком детстве наши бабушки говорили нам: по полу босиком не ходи. Нам, тогда еще девчонкам, такие слова и запреты казались странными. Ну что с того, что мы ходим по квартире или по дому в деревне босыми ногами? Тем более, что и пол чистый, и лето на дворе. Но бабушки все равно упорно подсовывали нам тапочки. А если мы упрямились, уговаривали надеть, хотя бы носочки. Как-то раз я попыталась разузнать у бабули причину запрета на босоногое хождение по дому, на что она мне ответила неохотно: «Нельзя и нельзя, доли не будет», и перевела разговор на другую тему, не забыв, разумеется, как наши бабушки любят, обуть слишком любопытную внучку в уютные домашние тапочки. С тех пор прошло много лет. И теперь я точно знаю, почему бабушки, желающие своим внучатам только добра, прибегали к запретам и увещеваниям, когда дело казалось босых ног. Как оказалось, тому есть несколько причин, и все они очень серьезные. Дело в том, что привычка ходить по полу босиком способна дорого обойтись человеку. Мало того, что сильно навредить здоровью, так еще и без средств к существованию оставить. Что касается здоровья, и суть не только в том, что вы можете подцепить грибок или другое кожное заболевание, и даже не в возможности переохлаждения, ступаючи по плитке или линолеуму, а в давние времена еще и с риском загнать занозу с деревянного, плохо обработанного пола. Нет, тут дело совсем в ином. С тех пор, как люди научились строить дома не на голой земле, а с возведением фундамента, пол стал играть особо важную роль в создании микроклимата дома. Именно пол стал той крепкой, надежной основой, поддерживающей и в прямом, и в переносном смыслах всех живущих под одной крышей. Но и негатив, клубящийся в воздухе, более всего впитывает в себя именно пол. Наши недобрые мысли, горькие воспоминания, постыдные поступки – это все тяжело для ауры дома, и оно все быстро опускается вниз. Именно поэтому в обрядах древней магии почти всех народов мира присутствует ритуал мытья полов водой с очистительной солью. Но поскольку он не проводится ежедневно, стоит поберечь себя от возможного негативного влияния через кожу босых ступней, которые соприкасаются с полом. Второй весомой причиной, по которой стоит надевать в доме тапочки или хотя бы носки, является старинное народное поверье, которое говорит о том, что человек, который ходит по дому босиком, скорее станет босяком, то есть бедняком или нищим. Когда-то в незапамятные времена обувь была привилегией людей богатых и знатных. Бедным же приходилось довольствоваться одной парой на всю семью, а то и по очереди, и на праздники. Поэтому хождение босиком веками ассоциировалось у общества с нищетой.
Не стоит привлекать в свой дом такой мощный энергетический посыл, да еще с большим знаком минус. Лучше не полениться и надеть тапки. Случаются также ситуации, когда хождение босиком не просто не рекомендовано, а строго-настрого запрещено. Запомните, в день смерти одного из членов семьи, который жил в этом доме или в этой квартире. И нужно носить тапочки до самого его погребения. Если нарушить этот запрет, можно оказаться следующим на очереди в загробный мир. Так что стоит прислушаться к советам, которые пришли к нам из глубины веков. Мудрость предков может оказать нам неоценимую услугу, порой легкомысленным нам потомкам. А если у вас есть желание походить босиком, сделайте это с пользой для своего здоровья и своего настроения. Тогда гуляйте без обуви по песчаному пляжу, по гальке, свежей молодой травке, по нагретому солнцем глинистому берегу, по теплой, приятно шершавой земле. Этим самым вы укрепите свою связь с матерью природой. И, что немаловажно, а может даже и важно, вы зарядитесь положительными вибрациями Вселенной, вибрациями планеты Земли, тем самым продлевая свою жизнь и настраивая ее на процветание и на успех. Поэтому, наши милые девочки, мальчики, никогда не ходите дома босиком. Недаром наши бабушки, прабабушки говорили об этом. Они, наверное, знали больше, чем мы, хотя у нас сейчас есть и интернет, есть и телевизор, есть и планшеты, телефоны, в общем, гаджеты, через которые мы можем узнать любую информацию, та же Википедия. Мы можем сегодня все прочитать и узнать. Но, к сожалению, вот те народные советы, которые передавались из поколения в поколение, мы не прочитаем нигде. И поэтому сегодня есть такая возможность каждому рассказать об этой важной и нужной информации, с которой мы делимся с вами, чтобы вы также знали и учили своих детей, внуков, правнуков, потому что, к сожалению, это забывается, а значит и забывается свой род. А это очень важно, знать своих потомков, знать своих предков, потому что таким образом, когда мы знаем и вспоминаем их, мы таким образом подпитываем энергию своего рода. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть еще бабушки, прабабушки, узнайте у них всю ту информацию, которую они хранят и носят каждый день в своей голове и в своей душе. Чем больше вы будете знать, тем лучше же для вас. Задавайте вопросы. Возможно, они вам не разъяснят эту информацию более детально с эзотерической стороны, со стороны психологии, но с стороны философии тоже, но они вам скажут, что это нельзя делать, как они объяснят, как они это видят. Поэтому прислушивайтесь к советам наших бабушек, прабабушек, уважайте их, делитесь с ними своими, возможно, какими-то проблемами, советами, и они обязательно вам подскажут и помогут. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Переходите, смотрите, там много полезной и важной информации. Приятного просмотра!